Привет, привет, друзья! Вы тоже можете сейчас себе сделать кофе, какой-нибудь другой напиток. Я начинаю сейчас уже свою прямую трансляцию с живыми новостями. Ну, буду пить кофеек. Будто вы пришли ко мне в гости. Нет, даже приехали. Вот я вас усадил на кухне, налил вам кофеек, достал вкусняшки и начал рассказывать про Анапу, как я здесь живу. Вот. Но будем по пабликам сейчас это все искать. Ну ладно, зовут меня Александр, живу я в Анапе. Так, живу я в Анапе. 7 лет живу, уже 8-й год пошел, года идут быстро, очень быстро. И вы думаете, что он там сейчас с этим делает? А я смотрю сейчас в монитор и буду сейчас открывать, буду открывать сейчас ВКонтакте. На моем канале никто никуда не торопится. У нас впереди час общения, поэтому слышите, где там скорая помощь? Сегодня, друзья, в Анапе выпал снег. Ну, как выпал? Маленький, конечно, так, нарошечный. Но, тем не менее, жена у меня рано встает на работу, а я сплю какое-то время еще. Ну, там, часок после ее ухода можно еще поспать. А тут она подошла и говорит. Ну так, подошла и, знаете, как-то вот ничего вроде бы и не говорила. Но я глаза открыл. Она говорит, не спишь? Я говорю, уже не сплю. Она говорит, снег на улице. Я говорю, настоящий? Она говорит, нет, блин, пластмассовый. Ну и сразу, как говорится, планы тут какие-то стали возникать. Думаю, надо, наверное, все-таки съездить, поснимать. Я всегда, у меня традиция такая, как снег выпадает, я всегда еду и снимаю. Вот. Ну, потом в окно-то выглядываю, говорю, ну, разве это снег так какими-то пятнами лежит на земле? Ну, посмотрел на градусник по пути за окном у нас. -3. Ну, думаю, ладно, не растает. Поэтому я думаю, можно не торопиться, попить чайку, съесть чего-нибудь и потом уже отправляться на велосипеде снимать. Ну, так, собственно, я сделал. И, в принципе, вы уже можете эти ролики, которые я снял сегодня в детском парке, на море, на пляже Анапка, уже вот можете смотреть. Вот. Ну, а сейчас я включаю живые новости. И будем смотреть, что же здесь у нас такое. Я вот здесь буду здесь в экранчике. Вот он я. Так что не теряйте меня и смотрите на экран. Можете тоже читать. Ну или слушать просто. Может просто лечь и слушать. Итак, открываю паблик ПВА.
5 минут назад. Дорогие взрослые, настали очень холодные дни. Это при минус 3-то. Пожалуйста, не проходите мимо ребятишек. Кто-то не может поправить капюшон из-за рюкзака, кто-то из-за бубона на шапке. Помогите, и пусть холодный день станет теплее. Доброго дня, пишет Ирен Колылова. Вот так вот, такое обращение. Так, 28 минут назад. Ну, я так и думал, что ЗАГС не похож на тот красивый, за который мы всем миром голосовали. Походу, удешевили. Вот новый дворец бракосочетания будет так выглядеть. Планируется открыть осенью. Какая осень? Какого года? Уже зима наступила. Новый проект образец современной архитектуры. Слушайте, к овощному ангару пристроили какой-то козырек на 4 столбах квадратных. Ой, не смешите меня. Но внутри, конечно, нарисовали красиво, друзья, но вы знаете, они, дизайнеры, рисуют красиво, а вот когда потом до дела дойдет, ну, до дела дойдет, там, конечно, посмотрим. Начали ремонт в стиле хай-тек, продолжили в стиле хай-так, закончили в стиле хрен с ним. Вот, да, люди у нас остры на язык, и вот темы живы мы, друзья мои. Русский народ темы жив, что можно, знаете, посмеяться. Я сейчас тоже читаю Салтыкова-Щедрина. Вот, ну, я считаю, это как бы уникальный писатель, потому что немногие писатели были реально у власти, да, стояли и знают вот эту всю чиновничью подноготную вот так вот точно, и могут точно ее изобразить у себя в произведениях. Вот. А Салтыков-Щедрин был, да, был. Он ходил в этих кабинетах, он общался с губернаторами, там, чиновниками всякими там и прочими. И поэтому вот я читаю и думаю, ах вы, сволочи вы какие, а? Вы ж вот такие же и остались. Вот такие же точно помпадуры и помпадурши, как и тогда. Потому что ничего не меняется, друзья мои. Так, ладно, дальше читаем. Наши песковики теперь звезды Первого канала. Вот, Ургант здесь у себя в передаче. Ну, по-моему, вот тут правильно пишут. Дизинфо. Мне недавно другая информация попалась про Урганта. Его бабушка, Нина Ургант, вот которая умерла недавно, она жила в Петербурге. Вот. И как-то она пожаловалась, что ей тяжело ходить в магазин, потому что лед кругом. Коммунальные службы его не счищают, песком не посыпают, и ей трудно ходить в магазин, скользко. И тогда вот Ургант, ее внук, поехал в Петербург, взял вот этот вот ледоруб, да, знаете, такой топор, приделан к такой металлической ручке, и вот ей долбишь лед. И долбил вот в том месте, где бабушка у него ходила в магазин, вот всю дорогу выдолбил. Я видел фотографию. Вот так, вот такой Ургант. Какая зима, такой снеговик, собран из подручных средств. Да, вот он. Зажигалочка, смотрите, такая, по сравнению с зажигалкой. Да, мощный. Крутой снеговик, как пишут.
Зачем страшного лепить? Песковики же есть целая семейка. Ну вот тут кто-то. Здравствуйте, станица Анапская, угол улицы Комсомольская и улицы Тургенева. Куда смотрят дорожные службы? Там обвал или пока машина не влетит? Пишет здесь вот хулиганка 765 и дырка. Дырка прямо в асфальте не назовешь, в дороге тоже не назовешь, но в общем вот в какой-то вот субстанции какое-то отверстие. Это анапские катакомбы, звоните диггерам, вот кто-то пишет. Хочу обратить ваше внимание на наш психонаркологический диспансер. Народу тьма, очередь не движется, персонал как сонные мухи, ни о каких масках и так далее речи нет, пишет Виолетта Р. Вот, ну у нас, друзья мои, ну это русские люди, поэтому какие могут быть маски? И опять же тут пишут, смотрите, а зачем психу маска? У них только ходят законопослушные, которые хотят умереть от другой болезни, а не от ковида. Они все не привились от новой коронавирусной инфекции, переболели, и вот результат: слабоумие и расстройство психики. Вот. Так. Угу. Ладно, дальше. Смотрим. Теперь поздравляем вас, друзья, с новым снегом, с первым снегом. И тут вот даже засняли. Давайте посмотрим. Сейчас. Ну, видно, что снег пошел еще практически ночью, под утро. Так. Ночная Анапа в ожидании праздника. Посмотрим фоточки. Угу. Я еще в городе не был. И не знаю, как там это все. Ну вот, смотрите. Это возле цветочных часов елочку поставили. Ну, не елочку, конус, так скажем. Фонтан сердца влюбленных. Правда, одно сердце. Небо, смотрите, какое красивое. Прямо как на картине Куинджи. Лунный свет. Ну, это вот какой-то котик. Котик, не котик. Какой-то такой весь непонятный. Еще цифры. Угу, хорошо. Ничего так. Вечером всегда хорошо смотрится все. Анапа, срочно ищем хозяина возле 7-й школы, привязана с обеда хаски. Воет. Хозяин, срочно забери собаку. И тут даже видео выложили, но я не хочу сейчас собачий вой слышать. В Анапе объявили Гринч. Вырвал елку и унес. Смотрите. Вырывает елку. Не мог. Ну не мог. Слушайте, ну как вот... Как люди вот... Смотрите, ну вот... Смотрите. Ну... Раз вот... Ну что это такое? Все, вырвал. Неужели люди не считают это за преступление? Тут в лесу-то пойдешь, и то елку жалко, там какой-то цветочек-то сорвать. Вырвал, сволочь, и пошел. Ну, это вообще, ну...
Я поражаюсь, друзья, поражаюсь, вот что творится. Совсем кощунство пишут. Как стыдно, Светлана Лис пишет. Под сраку лет, а совести нет. Очень хочется посмотреть фото почтенного господина Эфио. Взрослый человек такие поступки совершает. Это вообще варварство, пишет Виктория Трофимова. А между прочим, сегодня красивая дата. Но это вчера была, друзья. Вчера. 21, 12, 20, 21. Ну, не совсем нолик-то куда-то. Нолик. Была красивая, когда вот было. И будет она красивая, знаете, когда? Вот если тут будет... вот тут будет, когда в следующем году 0,1. Да? 0,1. А тут будет 20, 20, 0,1. Ну, тогда еще более-менее. Или там еще как-то можно. Ну, сами сообразите. Вот пишут. Красивая будет вот 22 февраля. 22.02. 20. 22. Зеркальная, да, вот правильно пишут. Зеркальная. Андрей пишет, Данилов. Сейчас дурачки начнут желание загадывать. А тут кто-то пишет, вы еще Виктора Пелевина почитайте, числа. Вот прям не могу, как надоели курильщики в Анапе, даже готовы в лицо каждому плюнуть. Курили бы дома у себя, как раньше, в печку или на балконе. Так нет же, нужно идти впереди, и весь дым идет назад на меня. Детям тоже в рот их суете. Каким нужно быть неадекватным человеком, чтобы травить себя? Не анонимно. Камила Боброва. Вот так вот. Так, ну и это было уже вчера. Вчера опять потеряшки собаки. Авария заводская, Краснодарская, перекресток, будьте аккуратны. И мы сейчас заходим в другой паблик, интересное в Анапе. А я сейчас пока посмотрю, что вы там, друзья мои. Один зритель в 9-м ряду. Здорово, привет. Привет, 19 минут мы общаемся, почти 20 минут. Жду от вас вопросы, друзья мои. У меня сейчас разработана новая интро-заставка. Если вы видели мои видео, посмотрите, какая она классная. Смотрите. Ой, нет. Это конечная заставка, конечная. А интро? А интро у меня не получилось. Ладно. Что-то тут не сработало у меня. Вот, ну, бывает. Так, и мы сейчас куда переходим? Мы сейчас переходим в интересное в Анапе. В Анапе завершается туалетная история. Как следует из подписанного подрядчиком и управлением ЖКХ мэрии Анапы актом приемки от 15 декабря текущего года, подрядчик провел работы по поставке, транспортировке, установке 14 туалетных модулей на территории города-курорта. Таким образом, работы на сумму 32 миллиона 232 тысячи рублей выполнены в полном объеме, и туалетные модули соответствуют характеристикам, предусмотренным описанием объекта закупки. Печати и подписи сторон на документе присутствуют. И вот у нас такие туалетные модули, друзья мои, смотрите. Интересно, когда же они заработают. И тут, по-моему, даже видеокамера есть. Вот тут с пандусом. Это документ. Кадастровые номера. Подрядчик ООО «Трактирный
Трактирный дом. Вот, все документы есть. Гарантийный срок есть, пишут. Главное, что сделали и много теперь дела за жителями нашего города. Не разбомбить до сезона. И в сезон приглядывать. И так всегда. Надеюсь на сознательность граждан. Лотос Трофимов пишет. Все туалеты закрыты, не работают. Коммуникации так и не подключили. Почему подходные пути не выложили плиткой? Или не забетонировали? Все так же побросают, как было с туалетами Бузуновой, которые ни дня не работали. Это Александр Денверский. Реплику свою вставляет. Краснодарскому краю одобрили более 65 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов. Благодаря этому Анапе в Анапе и районе модернизируют систему очистных сооружений. Вот так. Парк в Супсехе пока не построит. Муниципалитет расторгнул контракт по благоустройству сквер 80-летия Краснодарского края в селе Супсех в последний день его исполнения. Ранее мы писали, что 6 декабря администрация МО города-курорта Анапа заключила муниципальный контракт с ООО УК «Артистрой». Цена контракта 67 миллионов по благоустройству общественной территории сквер 80-летия Краснодарского края. Срок выполнения работ обозначен до 17 декабря 2021 года, но только за 2 дня до окончания срока контракта, а именно 15 декабря 2021 года в торжественной церемонии, приуроченной к 175-летию присвоения Анапе статуса города, в Супсехе депутаты и представители администрации Анапы заложили первый камень под строительство парка. Еще один контракт был связан со строительством детского сада, в связи с чем нас интересовал вопрос, будут ли исполнены данные муниципальные контракты. Ответ на этот вопрос приложен в виде картинки. В общем, в виде картинки. Первый камень. Вот такой вот ответ. И так вот закладывали этот камень. Обратите внимание, как заместитель мэра Вовк надел перчатку. Так, по словам источника РБК, обыски у Андрея Алексеенко прошли по делу о взятке. Его назначили мэром города 17 ноября. Силовики провели обыски дома у мэра Краснодара Андрея Алексеенко, а также в его кабинете и в мэрии, сообщили РБК 3 источника в силовых органах региона. По их данным, Алексеенко подозревают во взяточничестве. Ничего себе, только приступил, месяц еще только отработал и пожалуйста. Это мэр Краснодара. Задержан глава администрации города Краснодара. Ничего себе. Тут пишут, ничего удивительного. Сотрудники-силовики проведите обыск в доме Путина. Угу, даже так вот пишут. Так. Так, а это что такое? Найдите 10 отличий. Ожидание, реальность. Так, что это такое? Табрис, что ли? Что-то как-то без подписей. А, Дилуч. Так, ну-ка, и как здесь сделали? Угу. Тут то ли из дерева, что ли, или еще не достроили. Да, какие-то деревяшки сверху. Чё к чему? Вообще непонятно. А, ну да, у мэра же друг на лесопилке работают. Сейчас дерево стараются везде втюрить. Вот, ну ладно. Непонятно. Так. Это улица Пушкина между Черноморской и Ивана Голубца. Там раньше стоял каркас здания. Как мне говорила родня, старое здание детской больницы. Но это по рассказам родителей. Так.
Нет, это здание на улице Калинина. Ну, начинает, в общем, выяснять. Так, главный архитектор Анапы Карина Бронникова стала получать обратную связь от своих подписчиков по поводу придуманного ею дизайна строящегося здания ЗАГС в Анапе. На своей страничке в соцсетях она пишет, что одним ее подписчикам нравится ее вариант исполнения, но другие пишут, что это скучно. Молодой архитектор не понимает, кого же на самом деле слушать, и предложила голосовать. Нет, это, конечно, друзья... А вы знаете, какой должен быть, ну, за какой проект ЗАГСа голосовали анапчане? Сейчас я вам покажу. Сейчас я покажу, а пока я включусь, чтобы... Так, здравствуйте, друзья. Я сейчас вижу 4 человека, 5 человек. Всем здравствуйте, всем, кто сейчас зашел. Вы смотрите «Живые новости». Я сейчас покажу, какой ЗАГС хотели построить в Анапе. Сейчас я его здесь найду, обнаружу. Дело в том, что результат оказывается абсолютно другой. Это потому, что у нас в России вообще разучились строить. Анапа. Проект ЗАГСа. Вот, я нашел, и сейчас я уже его вот вам показываю. Так. Вот такой должен быть это ЗАГС. Видите, вот здесь вот логотип Анапы, вот это бренд. Такое что-то античное, понимаете? Ну, вот в этом что-то было, да. Тут как бы и современность, какие-то такие прямые формы, и с колоннами сочетаются, со всякими там портиками и прочее. Вот. Ну, как-то все это красиво было. Ну, по крайней мере, здесь вот можно бы, наверное, какой-то барельеф, там, кольца или еще что. Ну, не знаю, там можно что-то было придумать, только не рекламу. Ну, а получилось совсем, друзья, другое. Получилось вот что. Вот внизу. Вот они. Столбы квадратные. Вот, так что это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие чувства у вас вызывает дизайн нового ЗАГСа? Скуку, радость, испанский стыд? Ничего не вызывает? Отвечу в комментариях. Ну, давайте ответим скуку и стыд одновременно. Ну, по-моему, стыд даже лучше. Голосуем. 29% стыд. И 29 столько же скуку. Вот. Радость только у 7%. Ну, наверное. Ну, тут пишут, смотрите. Крематорий. Надо было добавить пункт скорбь. Один вопрос. Как внешний вид влияет на регистрацию брака? Ну, тут начались какие-то размышления. Да никак не влияет, конечно. Это гораздо лучший вариант, чем раньше ЗАГС был. Вообще где-то там был затерян среди магазинов там. Но и это тоже не ЗАГС. Так, в той части Ореховой рощи, которая постоянно топит после дождя, погибло 10 взрослых берез. Пора обратить на это внимание и решить проблему затопления и озеленения этой части Ореховой рощи. Вот березы погибли. И люди в это вот заметили и выложили. А тут еще и вот этот кустарник, и юки погибли, и дерево упало. В общем, да, печально. Печально. Инспектора заповедника осенью разломали на лагунах тепухи и бросили их гнить в лесу. Руководство Государственного природного заповедника Утриш своим решением выгнали осенью волонтеров с лагун,
выгнала и забила на экологию Утреша. Постройки, разломанные инспекторами в октябре 2021 года, валяются до сих пор и засоряют лес. Вот. Да. Нехорошо получилось, правильно пишут. В Анапе могут появиться фандоматы по приему тары. Краснодарский край присоединился к пилотному проекту российского экологического оператора по установке автоматов по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Ну, за рубежом это давно делается, у нас вот только внедряется еще вот только на уровне все разговоров. Шестую школу в Анапе перевели на дистанционное обучение с 20 декабря. Все ученики школы номер 6 с 1 по 11 классы переведены на дистанционное обучение. Такой приказ вышел в соответствии с предписаниями главного санитарного врача по городу Анапа Ларисы Медведевой. Так. Уроки будут проводиться в соответствии с основным расписанием на дистанционном обучении. Ученики 6 школы будут находиться до 27 декабря. А тут что пишут в комментариях? Ольга Сергеева пишет. Школы закроют из-за короны, а курорт на праздники откроют. Опять 1000 людей приедут и пофиг на вирус. Цирк очередной раз устраивают, пишет она. Так, в Анапе задержали 3 закладчиц наркотиков. И мы, друзья, сейчас с вами перейдем мы с вами, друзья мои. Куда мы перейдем? А перейдем мы с вами сейчас... Перейдем мы сейчас с вами в Анапа Медиа. Ну а пока 6 зрителей у меня сейчас на канале. Так. 6 зрителей. И мы переходим в Анапа Медиа. У нас еще блокнот Анапа. И мы общаемся 34 минуты. У нас в нашем распоряжении еще целых 26 минут. Так. И почему здесь мы вынуждены созерцать этот ЗАГС? Нам он уже не нужен. Так, это мой живой журнал, друзья мои. И я перехожу. Здесь у меня ссылки есть справа. И вот Анапа Медиа, захожу. Друзья мои, задавайте мне вопросы. Так. Задавайте вопросы. Без вопросов скучновато. Ну, а я тем временем буду сейчас продолжать освещать анапские новости по пабликам. Так. Так, в Анапе изъяли более 1100 литров алкоголя без документов. Слушайте, я недавно тут со Славой, это мой приятель, мы с ним заходили в наливайку прямо на Театральной площади. Ну вот там вот стоит вот сразу вот такая центральная, можно сказать, центровая наливайка. Я говорю, ты же знаешь, Слава, ну я не пью, так, пока я вам рассказываю. Так вот, друзья мои, я говорю, Слава, я ж не пью шмурдяк анапский. Он говорит, нет, пойдем, вот я там туда заходил, и мне там очень понравилось. Я говорю, ну ладно, пойдем, потому что, ну, я знаю Славу как ценителя вина, вот. И мы с ним зашли,
никого там не было. Значит, ну, как обычно, ряд серых коробок картонных с краниками черными. И, значит, эти таблички. Вот. Ну, наверное, там, ну, очень много там, конечно, всяких разновидностей. Вот. Взяли черный лекарь. Черный лекарь. Вот. Ну, во-первых, наливают там в какие-то стаканчики такие маленькие. Написано 200, значит, граммов, а наливают в какие-то мензурочки маленькие вообще. Вот. Потом, значит, попробовали, ну, я попробовал, говорю, Слава, шмурдяк. Вот настоящий шмурдяк. Вот. Ну, и он тоже согласился, что это не вино. И по крепости оно оказалось ниже, чем там было указано. И сладкое до невозможности, и уксус там, и, в общем, вся химия, прямо это. У меня, кстати, потом после этого заболел живот. Вот. Не знаю, с этим связано, не с этим, но вот такие были неприятные последствия употребления этого шмурдяка. Вот. И потом со Славой идем. Он потом еще взял мензурочку Мадеры. Вот. Причем взял 100 граммовую, а налили ему 50 граммов. Он говорит, слушай, обманули по всем параметрам. И с крепостью, и с объемом тары, и вообще полное разочарование. Но вот есть люди, которые еще пьют этот шмурдяк, вот, анапский. Поэтому, друзья мои, приезжайте, никогда не пейте. Лучше зайдите в магазин, купите бутылочное пиво или уж в тетрапакетах, но тоже в магазине. Кстати, мы с женой недавно купили хорошее вино, испанское, сейчас покажу. Там сам пакет был такой мятый уже, но вино оказалось очень качественное. Вот это вино. Густо называется. Густо. Испанское вино. Вот. Очень красивый такой соломенный у него оттенок. Есть аромат. Так. Итак, продолжаем. Анапское отделение Союза казачьей молодежи Кубани признано лучшим в крае. В Анапе завершается туалетная история, мы с вами уже прочитали. В Анапе в зоне отдыха на пляже появились сюжеты любимых фильмов. Зона отдыха на центральном пляже города-курорта продолжает обновляться к новогодним праздникам. И вот что там сделали. Гурченко, это карнавальная ночь. Карнавальная ночь. Смотрите, Ипполит в ванне.
стоит. Прикольно, кстати. Прикольно. Здорово, надо сходить посмотреть. Да, так. Так, жителей и гостей Анапы приглашают посетить новогоднюю ярмарку. Аэропорт Анапы работает в штатном режиме. Анапа получит деньги на строительство и реконструкцию канализации. Так, поздравили ветеранов. В Анапе сегодня работает 22 елочных базара. Ничего себе, 22 елочных базара. В Анапе приняли к рассмотрению вариант гимна города, предложенный Лорой Квинт. О, ну я вам говорю, что у нас... Так, в городском театре состоялось рассмотрение заявок, поступивших на конкурс на создание гимна Анапы. В конкурсную комиссию поступило 23 заявки не только из Анапы и Краснодарского края, но и из других регионов России. 9 заявок признаны несоответствующими требованиям утвержденного положения, так как к ним не были представлены заявки на участие в конкурсе. Отсутствовали тексты, музыкальные аудиозаписи произведений, нотные приложения. Так, ну и вот в результате, в итоге конкурсная комиссия прослушала и проанализировала 14 произведений. После обсуждения, в котором все члены комиссии высказали свои мнения, принято решение принять к рассмотрению Совета муниципального образования город-курорт Анапа вариант гимна, который написала известный советский российский композитор, заслуженный деятель искусства России Лора Квинт в соавторстве с поэтом, заслуженным артистом Николаем Денисовым. Ну, слушайте, здорово. Хорошо, что на профессионалов обратили внимание. Вот. Ну, это вот возле нас, недалеко. Снежок, кстати. Так, вот, про гимн узнали. В Анапе от коронавируса полностью привито 97 560 человек. В Анапе на базе технополиса Эра откроют школу для одаренных детей. Интересно. Кстати, обратите внимание, там вот родители, кто смотрит. В Анапе 22 декабря будет до -3. Ну, я уже это ощутил на себе. В Анапе резко похолодает и пойдет снег. Все так и произошло. Так, ну и в общем-то все. И сейчас мы с вами еще пройдем Анапа блокнот. Блокнот Анапа. Блокнот Анапа. Почему-то сегодня, друзья, нет никаких сообщений. Так, нет, есть Олег Нестеров. Подумал, что чилийское. Ваше здоровье. Спасибо, да, это вот было. И Игорь Пан пишет. В кафе в новогоднюю ночь не собираетесь сходить? Нет, нет такой традиции. Тем более жена 1 числа будет работать. Она у меня работает социальным работником. И вот у них там дополнительная нагрузка. Будет ходить по своим подопечным. Ну, а я в новогоднюю ночь, для меня большое удовольствие посмотреть «Огонек», потому что я телевизор вообще не смотрю. И посмотреть на стареющих наших звезд, ну, я тоже сам тоже не молодею, но вот смотреть на стареющих звезд достаточно интересно. Вот, потому что думаешь, вот все-таки вся жизнь проходит вот параллельно. Я живу, они живут, я смотрю, они поют. Вот, поэтому интересно. Ну, конечно, буду 31-го смотреть «Иронию судьбы» или «С легким паром». Вот, тоже у нас такая традиция. Елку поставим. Вот, мы поздно ставим. Мы в прошлом году, по-моему, 30 или 31 числа поставили елку. Вот. Ну, в этом году, не знаю, еще
Пока не ставили. Андрей Стрельцов, привет. Всем, друзья мои, привет. Что-то сегодня отсутствует из города государственного преступника Алексей. Так, и мы заходим в блокнот Анапа. Так, в Анапе плюс 5 новых случаев коронавируса. Сводка на 22 декабря. Действовал уже жестко, но поднял страну. Как анапчане относятся к личности Сталина. Ну вот я уже ролик, если кто видел мой, вчера был на рынке, на фермерском, и там как раз собирали подписи за Сталина. Бюст стоял, ну все это видно из моего ролика. Посмотрите, кто не видел. Вчера, 21 декабря, в Анапе на фермерском рынке отмечали день рождения Сталина. Празднование организовал предприниматель Игорь Нестеренко, известный своей активной гражданской позицией и интересом к истории России. Там были и дети, и взрослые, звучали песни сталинской эпохи. Дети рисовали Сталина. Такое мероприятие не оставило анапчан равнодушным, и анапчане высказались, как они относятся к личности Иосифа Виссарионовича Сталина. Тиран, диктатор, молодец Нестеренко. Ну, в общем, понятно, что разные есть мнения. Вот. Кстати, удивляюсь, как там дети нарисовали Сталина. В свое время, если Сталина нарисуешь, там, вот я даже помню времена, я 64-го года рождения, тоже у меня склонность была к рисованию, но мне мама моя сразу сказала, нельзя рисовать Ленина, нельзя рисовать Сталина. Вот, я долго думал, почему нельзя рисовать. Ну, думаю, просто как-то не принято, потому что вроде такие великие люди, если вдруг они покажутся как-то, на рисунке не похожими, то это, не очень хорошо. Вот. Но оказалось-то совсем другое, что раньше, если ты нарисовал Сталина или там Ленина и плохо нарисовал, тебя могли за это еще и за решетку упечь. Вот. Ну, там вообще много чего было. Лучше об этом не вспоминать. Вы знаете настоящую фамилию Сталина? Да, знаю. Интересно, сколько еще людей знает? 100% знают. Молодцы. То есть, личность Сталина у нас достаточно известная. Так, в отношении бывшего первого вице-губернатора Кубани возбуждено уголовное дело. Это против кого же? Так, Следственное управление по Краснодарскому краю в связи с материалами краевого УФСБ возбудило уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Краснодарского края, который в настоящее время является мэром города Краснодара. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Вот, 43-летний Алексеенко. 17 ноября он избран депутатами главой администрации города Краснодар, и вот уже попал в поле зрения правоохранителей. Вот так у нас бывает на Кубани. Так, что у нас еще интересного здесь? Михаил Шуфутинский рассказал, как чуть не утонул в Анапе. Так... В Анапе под программу обязательного страхования от потопов подпадают 3000 домов. В 2021 году в Анапе построили 6 новых отелей. Турпоток вырос на 40%. Так, дикая кошка. Тогда и сейчас. Как изменилась Анапа за четверть века? Давайте посмотрим, если картинки хорошие, что не посмотреть. Так... Сделали вот так, двойные фотографии. Вот как было аллея, это как стало. Мир кино был такой. Даже фонтан был, смотрите, стал такой. Ну а до этого он еще был, он и миром кино не назывался, это же кинотеатр Октябрь был. Сейчас здесь тоже плитка, вот тут плохо видно, но на самом деле здесь просто безобразное состояние этого кинотеатра Мир кино. Улица Горького. Тут шалманчики.
Угу. Тут сейчас арт-авеню. Городской театр такой. Был вот такой. Сверху облупленный. Так, а тут что у нас? Тут почему? А, тут вот. Тут заштукатурили, слава богу. Ну, вот тоже неправильно. Смотрите, вот этот вент-фасад, это же тоже совсем недавно. Раньше театр совсем был другой, так что тут все это все не так. Все это неправильно сравнивают. Тут фонтан. Вот это да. А, вот обратите внимание, смотрите, вот там, да, летняя эстрада. Смотрите, как красиво смотрелось. Какие-то были такие там украшения, барельефы, такое здание в советском стиле, ну плюс фонтан, конечно. А потом его облепили, опять же, вент-фасадом, фермы какие-то поставили металлические, и вместо фонтана сделали клумбу такую дурацкую с юкой. В общем, по сравнению с 90-ми годами Анапа сейчас стала лучше? Нет, не стала лучше она. И 75% со мной согласны. Так, что мы еще с вами не посмотрели? Мы с вами не посмотрели еще Facebook. Facebook, а пока у нас там Facebook пока у нас. Так, Швец вчера в интервью сказал про новый парк на 40 гектар, который заложат в следующем году, и где он будет интересно. Еще один парк маленький сделают на высоком берегу, 7 га. Олег Нестеров, Императорский. Императорский это на 7 га, наверное, на высоком берегу. Ну да, скорее всего. Может, задумались про острова под детским парком? Там много га. Привет из города государственного преступника. Привет, Алексей, привет. Я ждал тебя. Я 24 числа буду выступать на концерте. Отлично, молодец. Молодец, Алексей. 6 зрителей меня смотрят, и это здорово. Так, и мы сейчас смотрим группы. Так, вот группы не очень так удобно здесь находить в этом Фейсбуке. Почему они так сделаны не очень так хорошо? О, болталка. Так, Маша, по-моему, пришла. Сейчас гляну, кто пришел. Маша пришла со школы. Так. Маша пришла со школы. И здесь у нас... это что? Это площадь где? У Красной площади. Угу. Вернее, не площадь, а парковка, что ли. А, это просто снег он фотографирует. Так, понятно. Смотрите, зелень такая, и вот снег. Снег. Ну что ж, здорово. Я сегодня тоже не пропустил снег. Друзья, кто уже стал жертвой сноса ваших домов или над кем нависла угроза сноса вашей недвижимости, отзовитесь. Так. Так. Ну, это вот инсталляция такая морская. Интересно, как она сегодня выдержала. Сегодня такой ветер страшный.
Посмотрим фоточки. Опять деревья лампочками облепили. Елку светящуюся сделали такую. Ну, не елку, так, прямоугольник. Ой, треугольничек поставили. Качели с подсветкой. Так. Ну, это вот инсталляции. Мне идея вот с Ипполитом очень даже нравится. Здорово, мне кажется, придумали. Прикольно. Скажи что-нибудь новогоднее. Тут все зачахло. Все зачахло, зачахло, зачахло. И еще воскресное утро в Анапе. Ну, такой коллажик. Так, давайте в другую группу сейчас зайдем, посмотрим. Так, Анапа гражданская. Какие тут еще есть группы? Как-то тут вообще плохо очень. Неактивно люди выкладывают информацию. Вон, Анапа гражданская. Ну, давайте посмотрим. Открытое письмо президенту по очистным КНС и ливневой канализации от подписчика. Угу. Опять разрушают дюны. Ну, это я уже видел. Так. Тут кто-то проглотил магниты. И ничего. Ничего нету. Все старое. Так, давайте еще типичную Анапу откроем, паблик. Там как-то все повеселее. Что-то Facebook мне вообще не нравится. Facebook там никто ничего не выкладывает хорошего. Так, ну вот это я тоже не видел. Смотрите, какую сделали световую инсталляцию. На фоне вот этого чернильного неба и арки. Так, веселенько все выглядит. Живая красная икра создана природой для еды, а не для хранения. Ну, сейчас многие, да, продают. Вот она по 22 числа сегодня, кстати. Смотрите, лед. Ничего себе. Сосульки намерзли. Ну, обычно, да, красиво намерзает. Но снимки не очень такие качественные. А вообще, конечно, идея хорошая, и надо бы туда сходить. Так. Услуга умной домофонии набирает все большую популярность. Умные домофоны появились год назад в Новороссийске, продолжают захватывать побережье. В декабре был установлен первый дом в Анапе по адресу Ленина 155. Так. Интересно. А, вот так вот было, да? А, ну это реклама. Было так, стало так. Так. Сегодня, ну тут тоже видно, что снег, люди снегу радуются. Все равно уныло, друзья. Вот так вот. Зима унылая, конечно. Пора. Это вот лаунж-зона на центральном пляже такая. Тигра такого сделали.
Ну, еще вот фотографии. Типичная Анапа хорошие выкладывает всегда фотографии. Это Фатини, лежачий отдыхающий. Штормит. Пирс. Рыбак, кстати, стоит. Чего-то там рыбачит. Чайка надутая на красных лапках. Море. Вот это опять же буковки эти. Площадь. Фонарики. Это на улице Горького. При входе на Театральную площадь вот навесили таких фонариков. Много-много-много-много. Неплохо смотрится, кстати. Арт-галерея. Все. Так, и что мы там видим? Так. И, возможно, покажут на ТВ, сказал Алексей Скворцов. Ну, то есть, вот он будет выступать на концерте. По части песен или плясок. Через 2-3 дня будет ветер страшный. 12-13 метров в секунду, Игорь Пан пишет. Ну, а на вопрос, будет он танцевать или петь песни, Алексей не ответил. И 5 зрителей у меня на канале. И мы уже пора, друзья мои, так, заканчивать. Хорошего, как говорится, помаленьку. Как видите, я сегодня тоже здесь сделал себе такую заставку, снегопад за окошком. Правда, он то падает, то не падает, как-то притормаживает сегодня у меня интернет. Вот. И все. Спасибо, кто был сегодня со мной. Ставим конечную заставку. Все. Смотрите другие мои видео. И до новых встреч. Пока. Пока.